Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры, среда, 9 число. По традиции приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Записываю сегодня видео немножко в новом формате, рассказываю свои ожидания, что я буду ждать от текущего дня, может быть от ближайших дней. Соответственно, рассмотрим сейчас ситуацию на дневном таймфрейме, потом перейдем в краткосрок. Вчера биткоин многих удивил, да, мы видели достаточно сильный вертолет. Сначала нас закинули в зону 20 900 долларов, потом успешно спустили в область 17 100. Безусловно, многие участники рынка не ожидали этого. Я вчера поэтому не публиковал никакие сетапы, потому что я понимал, что может быть определенная манипуляция на рынке. Но давайте разбираться в текущий момент времени. Самое-то интересное, что в моменте индекс доллара продолжает свое поступательное снижение. Да, мы видим, что он стоит на поддержке и готов идти к нижним уровням. Этому всячески способствует растущий индекс промышленный Dow Jones, который набирает обороты. US 500, в принципе, американский фондовый рынок вчера закрылся в положительной динамике. Мы видим, да, что несмотря на их ожидания от предварительных выборов в Конгресс, якобы по предварительным данным республиканцы лидируют, мы видим, что американский рынок закрылся в положительной динамике, чего не скажешь о рынке криптовалют. Завтра нас, кстати, ожидают очень важные данные CPI по Америке, поэтому все внимание приковываем завтра к этому значению. Что случилось в текущий момент времени? Мы видим, что произошло сильнейшее снижение. В рамках дневной вчерашней свечи мы получили чуть ли не 16%. Это флеш-крэш для рынка. Если посмотреть по истории, то мы видели аналогичные сценарии снижения, да, и более чем заметно, что обычно после первой импульсной формации могут возникать определенные докатки по рынку, то есть тестирование этих зон. Я вчера давал в публикации эту волну Вульфа, которую я разметил еще утром, когда мы были на значениях более 20 тысяч. Собственно говоря, я показывал эту информацию. Да, мы видим, как ювелирно вечером пришли, протестировали линию поддержки в области 17 100 долларов. На разных биржах значения были разные, ну, плюс-минус на 50 долларов, но тем самым мы обновили те годовые минимумы, которые стояли за которыми стояла определенная ликвидность на графике. Да, мы не сильно скатились, соответственно, можно ожидать определенный тест этой зоны. В принципе, вот в этом квадратике обозначена свит-зона, да, то есть мы можем, зона интереса, опять-таки, может снижаться от 17 тысяч до 16 200, там может быть где-то и ниже, тут все будет зависеть, как будет график себя вести в ближайшее время. Но первоначальную ликвидность и минимум мы сбили. То есть это все дает основание полагать, что на фоне снижающегося индекса доллара и растущих основных индексов, да, Dow Jones, S&P 500, дает основание полагать, что это была чистой воды какая-то манипуляция, там, связанная это, там, с FTT, там, Binance там, и так далее, это уже не важно. То есть новости были подогнаны вовремя и ликвидность была снята. Соответственно, сейчас мы посмотрим на коротком таймфрейме, что можно ожидать и где, допустим, интересные могут быть зоны для покупок в рамках дня, в рамках данной торговой сессии. Но я предупреждаю всех, что снижение может еще продолжаться. Значит, так, волну Вульфа показал, значит, уровень все имеют в виду. Значит, посмотрим на графике основные важные области поддержки. То есть мы видим, что мы пробили поддержку. В данный момент времени особой, ну да, мы держимся ниже годового, вернее выше годового минимума, что дает пока в данный момент времени новую нам точку. Она же новая, она же старая. Ну, собственно говоря, вот пока мы стоим, да, на этом уровне. Но если, допустим, замерить по уровням Фибоначчи, в принципе, и понимать, что нас может ожидать в ближайшее время, значит, я вам покажу.
Ближайшая зона интереса. Мы видим, да, во-первых, что мы сходили, значит, вот основной импульс. Мы сходили, протестировали 61 уровень. И дальше получили поступательное снижение вниз, да, и сейчас мы опять точимся в этой зоне. То есть можно сделать вывод о том, что основная зона интереса это 27 зона, которая может к себе магнитом притягивать цену. Все будет зависеть от того, будем ли мы сейчас активно падать, или мы будем стоять, аккумулироваться и начинать расти, да, по волне Вульфа. Есть вероятность того, что это было уже достигнуто дно. Но опять-таки волна Вульфа это такой же паттерн, как все остальные, соответственно его могут сломать, она может ломаться, переформировываться. Ну, пока на дневном таймфрейме она рисуется такой, как она есть. То есть и она позволяет нам еще увидеть снижение в область, как я только что показал, 17 тысяч, грубо говоря, долларов, 16200. Почему даже, кстати, 16200 интересный уровень, я опять вчера публиковал в телеграм-канале. Нарисуем это еще раз. Потому что там стоит определенный уровень ценовой. И если мы присмотримся к лоям предыдущих нисходящих движений и восходящих. Ну вот у нас 17145 идет уровень. Давайте на недельке посмотрим. Вот он, собственно говоря, вырисовывается этот уровень 16300 долларов, который был предыдущим пиком в декабре 2017 года. Поэтому эту докатку могут теоретически устроить. Кстати, если посмотреть на дневном таймфрейме и по тем паттернам, которые формируются, да, то мы четко с вами видим. Берем уровень Фибоначчи. Мы идем по нисходящему тренду, да, мы восстановили границы этого клина, то есть он пока еще является валидным у нас, да, он идет дальше в нисходящем направлении. Все попытки роста, которые были образованы в рамках восходящих линий, мы видим, как они отработали, да, то есть четко, в принципе, все паттерны в виде клиньев, они показали свое действие, да, то есть в данный момент времени, ну, мы, во-первых, не видим никакого формирования паттерна там, кроме того, что мы пробили восходящий клин и получили реализацию в виде вот такого существенного снижения. Посмотрим, что у нас на краткосрочном таймфрейме, который даст нам, возможно, некие варианты ответа, что делать нам в текущем дне, где, например, можно цепляться за какие-то позиции. То есть мы видим, предыдущий нисходящий тренд начался здесь. Импульсная формация. Соответственно, мы видим, как четко они вчера ударили. Ну, соответственно, да, в этой зоне можно было искать шорт со стопом за хай этой конструкции. Но, опять-таки, ввиду того, что подгоняли новости, в моменте было как-то, ну, да, рисковать можно было. Но в моменте, ну, лично я этого не сделал. Я цеплялся на более нижних уровнях при пробое. Там, опять-таки, в телеграм-канале все это дело публиковал. Что мы имеем сейчас? Мы имеем нисходящую импульсную формацию. Краткосрочную. И мы имеем некий даунтренд, да, который мы пробили и получили восходящий импульс. Соответственно, если рассматривать какие-то более краткосрочные лонги, то это стоит делать близ лежащего уровня. Потому что это будет самая комфортная зона, да, какого-то, может быть, краткосрочного лонга. Безусловно, они могут подходить к этой зоне и где-то, не добивая ее, уходить выше, но здесь, по крайней мере, четкий можно спланировать логический стоп за лой этой конструкции. Соответственно, если мы с вами увидим некое поступательное, мы видим, да, кстати, текущее состояние цены, то есть как бы лои потихонечку понижаются, понижаются минимумы, понижаются максимумы. Сейчас мы вот делаем некую проторговку, но если мы будем спускаться куда-то сюда, в эту зону, да, то вполне логично думать о том, что ну, какой-то краткосрочный трейд можно словить именно по биткоину. Ну, соответственно, рассматривается в этом ключе сейчас остальной рынок. Я не буду затягивать время, все будет проходить в рамках телеграм-канала.
Но еще раз повторюсь, что краткосрочный нисходящий тренд они сломали. Мы получили импульсную формацию на отскок. Сейчас формируется боковое движение. Понятно, рынок в шоке. Рынок потерял очень много, понес очень много ликвидаций, да, порядка 850 миллионов долларов. Вчера звучала информация. Ну, я думаю, что где-то близко к миллиарду, да. Соответственно, естественно, всем страшно, да. Если мы посмотрим индекс страха и жадности, кстати, на этом слее он-то и не изменился. Он стоит на отметке 29 пунктов, да, и мы эту отметку уже наблюдаем не одну неделю, да, то есть как-то не сильно там рынок испугался. Наверное, надо еще вытряхивать. Если мы посмотрим близлежащий стакан ордеров, то мы с вами видим, да, какая плеяда стала ордеров на покупку от 18 тысяч, да, то есть мы видим, что 21 500 монет стоит на покупку, при том, что на продажу есть дисбаланс, это только 10 тысяч монет. И в принципе, конечно, это все в моменте дает основание полагать, что спрос на битки на данных уровнях он очень значим. Безусловно, могут дать ниже? Конечно, могут. Какие-то более нижние уровни я показал. Это 16 тысяч, может быть и ниже. Да? То есть будем смотреть по формированию определенных моделей формации. Ну, в данный момент времени искать лонги можно от зоны 17 тысяч, те же там 217 500, обозначим ее так. Ну, опять-таки с коротким каким-то диапазоном выхода наверх, потому что мы в целом-то имеем вот здесь сформированный уже уровень, который при следующем снижении будет выступать у нас сопротивлением, да, то есть опять-таки мы можем сейчас топтаться в этой зоне, набивать определенный объем, так называемую зону, да, вот эту проторговки, да, то есть у нас нет наторгованного объема никакого в этой зоне, соответственно мы можем сейчас продолжать вот это вот боковое движение, просто рисовать движение в рамках уровней. В целом глобально уровни дают интересные для закупа, поэтому смотрим, наблюдаем за развитием. Дальнейшее общение предлагаю продолжить в телеграм-канале. Текущие уровни дня я вам дал. Поэтому всем хорошего дня, всем профита, всем пока.